Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада, что вы смотрите мои видео. Огромное вам спасибо за это! Сегодня я расскажу вам о самых известных русских приметах. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, белье случайно наизнанку надел, проси домашних по спине постучать, иначе битым будешь. То есть считается, если человек надел наизнанку нижнее белье, то его кто-то побьет. И чтобы этого не случилось, нужно попросить своих родных побить в шутку по спине, чтобы никто чужой тебя не побил. В правом ухе звенит к добрым вестям, в левом к плохим. Добрые вести – это хорошие новости. Вечером мусор не выбрасывай, могут обворовать. Вымыл руки, вытри, но не стряхивай воду, не плоди чертей. То есть не привлекай в дом нечистую силу. Двоим в одно время в зеркало смотреть нельзя. Одного и того же человека полюбят и страдать будут. То есть двоим людям одновременно в одно зеркало смотреть нельзя. Если больному в бреду мерещится дорога, значит он скоро умрет. Мерещится – это кажется. Если в доме ругаются, то цветы вянут. Если приснился кошмар, нужно посмотреть в окно и трижды сказать: «Куда ночь, туда и сон». Считается, что тогда этот плохой сон не сбудется. Трижды – это 3 раза. Если ячмень на глазу вскочил, надо поднести к глазу кукиш, фигу, и сказать: «Ячмень, ячмень, на тебе кукиш, что хочешь, то и купишь. Купи себе топорок, секи себя поперек. Секи поперек, разрезай пополам». То есть это как заговор от ячменя. Если разбил зеркало, 7 лет счастья не видать. То есть считается, если человек разбил зеркало, то целых 7 лет он будет несчастлив. Здороваться и прощаться на пороге к ссоре. Идет кто-то навстречу с пустыми ведрами, к пустому дню пустым хлопотом. Икота одолевает, значит кто-то вспоминает. Одолевать, мучать, докучать, мешать. То есть считается, если человек икает, то его кто-то вспоминает. Если вы хотите узнать, кто вас вспоминает, нужно начать перечислять имена. После какого имени икота прекратится, тот человек вас и вспоминал. Когда в доме подметаешь, мети не к порогу, а от порога, не то все богатство выметишь. Кот лапкой морду умывает, гостей намывает. То есть, если кот умывается, это такая примета, что скоро должны приехать гости. Кто во сне плачет, тот наяву будет смеяться. Это значит, что сон сбывается наоборот. И если человек во сне плачет, значит в реальной жизни у него все будет хорошо. Муха в суп попала, жди скорого подарка. Жди скорого подарка – это значит, тебе скоро подарят подарок. Но есть одно условие – в ваш суп должна попасть муха. Не сиди, девица, на подоконнике, замуж не выйдешь. Это совет незамужним девушкам. Вот такая примета. Еще считается, что незамужним нельзя сидеть на углу стола по той же причине. Не сиди на пороге, заболеешь. Не узнаешь знакомого человека, быть ему богатым. Вы, наверное, часто слышите, как русские люди говорят друг другу: «Не узнал тебя, богатым будешь». Перед дальней дорогой надо присесть и помолчать.
Присесть на стул, например. Для чего это нужно сделать? На самом деле это нужно сделать для того, чтобы вспомнить, не забыл ли ты что-нибудь важное. Паспорт, деньги, билеты. Но в старину считалось, что таким образом можно обмануть нечистую силу, потому что она поверит, что ты никуда не собираешься, и тогда твоя дорога будет легкой. После заката солнца ни денег, ни вещей в долг не дают, возврата не будет. То есть не рекомендуется давать в долг вечером после заката солнца, потому что этот долг тебе не вернут. Правая рука чешется, здороваться будешь, левая к деньгам. А еще, если у вас чешется нос, значит или кто-то в него ударит, или вы будете пить алкоголь. Также, если на носу вскочил прыщик, значит в вас кто-то влюбился. Случайно встретить на дороге похоронную процессию к удаче. Сядешь между людьми с одинаковыми именами, тут же загадывай желание, сбудется. То есть, например, слева от вас сидит Татьяна и справа от вас сидит Татьяна. Вам следует загадать желание, потому что считается, что оно непременно сбудется. Уши чешутся к вестям. Вести – это новости. То есть считается, что если чешутся уши, это значит, что человек скоро услышит какие-то новости. Хлебные крошки со стола стряхивать. Денег не будет. И замуж выйдешь за лысого. Это предостережение молодым девушкам, чтобы они не мусорили на пол. Хочешь вернуться в понравившуюся местность, брось в ближайший водоем монетку. Я думаю, что это не только русская примета. Хочешь кошелек подарить, положи в него монетку или купюру, чтобы он никогда пустым не был. То есть считается, что нельзя дарить пустой кошелек, иначе у владельца этого кошелька никогда не будет денег. Нужно обязательно положить в кошелек купюру или хотя бы монетку. Хранить разбитую посуду к несчастью. Разбитую посуду нужно выбрасывать. Черная кошка дорогу перебежит, не видать удачи в этот день. Не видать значит не видеть. То есть, если черная кошка перебежала человеку дорогу, то в этот день ему не повезет. Вот такая примета. Чихнуть. Подтвердить правдивость только что произнесенных слов. Вы, наверное, часто слышали, как двое людей разговаривают, и вдруг один чихает. И тогда говорят «правду сказал». То есть считается, что чихание подтверждает правдивость только что сказанных слов. Друзья, спасибо вам за внимание. Также хочу выразить огромную благодарность своим друзьям и подписчикам Бернардо и Джиму за поддержку и помощь. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока!